Зима в том году выдалась суровой, капризной и непредсказуемой. С самого начала декабря бескрайние поля, окружавшие небольшую ферму на окраине старого леса, укрыло пушистым белоснежным одеялом. Снег шел неделями, превращая холмы и низины в сказочные барханы. Но природа любит контрасты. В середине января внезапная затяжная оттепель сменила суровые морозы. Снежные шапки начали стремительно таять, превращаясь в бурные ручьи, которые стекали в низины и заполняли любые углубления в земле. Таким образом, на месте небольшого, обычно пересыхающего к осени пруда у самого края пастбища образовалось внушительное озеро. Завершил это природное буйство резкий сильный циклон, пришедший с севера. Буквально за одну ночь температура упала до минус 20 градусов, сковав все живое. Разлившаяся вода моментально превратилась в зеркальную, обманчиво прочную ледяную ловушку. Свежий морозный ветер быстро припорошил этот молодой лед тонким слоем снега, сделав его практически невидимым для неискушенного глаза. Для обитателей местной фермы это место сразу стало зоной повышенной опасности. Коровы – животные тяжелые, грузные и по своей природе весьма осторожные. Взрослые особи инстинктивно обходили стороной подозрительный блеск и старались держаться ближе к деревянным загонам, где земля была привычной и безопасной. Но молодость, как известно, не знает страха и излишней осторожности. Маленький черно-белый теленок, родившийся всего несколько месяцев назад и едва научившийся уверенно держаться на ногах, решил исследовать дальний уголок пастбища. Привлеченный идеально ровной гладью пруда и любопытством, он отдалился от стада, пока его мать мирно жевала сено у кормушки. Теленок сделал один неосторожный шаг на припорошенный снежком лед, затем второй, и в ту же секунду его тонкие копытца разъехались в разные стороны, потеряв всякое сцепление с поверхностью. Лед оказался коварным и бесконечно скользким. Каждая попытка испуганного малыша подняться на ноги приводила лишь к тому, что он беспомощно падал, все сильнее ударяясь о холодную твердую поверхность. Его суставы гнулись в неестественных направлениях, а копыта скользили, не находя ни малейшей опоры. Спустя полчаса тщетной борьбы животное окончательно выбилось из сил. Намокшая от подтаявшего под теплом тела льда шерсть начала быстро покрываться инеем. Замерзший, дрожащий от холода и страха теленок просто лег на лед, устремив полные ужаса глаза на далекий, но такой недостижимый берег. Мать-корова далеко не сразу заметила, что ее детеныш ушел слишком далеко. Но как только она подняла голову и не обнаружила его поблизости, материнский инстинкт сработал мгновенно. Она пошла по следам на снегу и вскоре оказалась у самой кромки замерзшего пруда. Увидев своего малыша, лежащего посреди ледяного поля, она замерла. Корова прекрасно понимала опасность. Ее огромный вес просто проломил бы этот хрупкий настил, и тогда погибли бы оба. Не приступая опасную черту, она начала жалобно, протяжно мычать, призывая на помощь. В этих звуках, разносившихся по округе, читалась неподдельная паника и глубокое отчаяние, соизмеримое с человеческим горем. Корова металась вдоль берега, топталась на месте, выбивая копытами мерзлую землю, и то и дело призывала своего теленка, который в ответ мог лишь тихо и слабо хрипеть. К счастью, эти полные боли и тревоги звуки услышал хозяин фермы, который в этот момент обходил территорию. Мужчина сразу понял по интонации животного, что случилась беда. Прибежав к пруду, он мгновенно оценил критичность ситуации. Обычный человек, поддавшись эмоциям, возможно, бросился бы на лед пешком, но опытный фермер знал законы природы. Молодой лед коварен, под весом взрослого мужчины он мог треснуть в любую секунду. Более того, даже если бы лед выдержал, удержать равновесие и вытащить скользящее, паникующее животное вручную было бы физически невозможно.
Фермер действовал хладнокровно, быстро и решительно. Он побежал к хозяйственному сараю, откуда выкатил специальную спасательную пластиковую доску, длинные и широкие салазки, которые обычно использовались для транспортировки грузов по глубокому снегу. Также он прихватил с собой моток прочной альпинистской веревки, способной выдержать огромные нагрузки. Возвратившись к водоему, фермер еще раз осмотрел ледяной покров. Теленок находился примерно в 15 метрах от берега, на самой середине пруда. Чтобы максимально распределить собственный вес и снизить давление на хрупкую корку, мужчина лег на живот на свои спасательные салазки. Отталкиваясь от ледяной глади руками в толстых перчатках, он медленно, сантиметр за сантиметром, пополз в сторону застрявшего малыша. Это был тяжелейший, изнуряющий труд. Лед под весом мужчины угрожающе потрескивал, пуская во все стороны мелкие, едва заметные трещины. Холодный январский ветер обжигал лицо, а морозный воздух обжигал легкие при каждом глубоком вздохе. Но фермер не останавливался, понимая, что каждая минута промедления приближает теленка к переохлаждению и гибели. Приблизившись к теленку на расстояние нескольких метров, фермер аккуратно приподнялся на колени, стараясь не делать резких движений. Нужно было действовать с максимальной осторожностью, чтобы не напугать малыша, ведь в панике тот мог начать дергаться и повредить себе ноги. Мужчина размотал веревку и ловким, отработанным годами движением сформировал скользящую петлю, похожую на лассо. Сделав точный, выверенный бросок, фермер набросил петлю на шею теленка. Ловкость и хладнокровие спасителя не подвели. Лассо легло ровно на основание шеи, не затягиваясь слишком туго и не перекрывая дыхание, но обеспечивая надежную фиксацию. Теперь предстояла самая изнурительная и опасная часть пути — возвращение назад. Фермер снова аккуратно лег на живот на свои салазки, покрепче перехватил грубую веревку обеими руками и начал обратный путь к берегу, увлекая за собой скользящего по льду теленка. Малыш весил немало, и тянуть его в положение лежа было невероятно трудно. Каждые несколько сантиметров давались с колоссальным трудом. Мышцы спины и рук горели от предельного напряжения, а пальцы, несмотря на перчатки, начинали неметь от холода. Лед продолжал предательски трещать под ними, создавая иллюзию, что в любой момент они оба могут оказаться в ледяной воде. Мать-корова все это время стояла на берегу, не сводя глаз со спасителя. Ее дыхание вырывалось густыми белыми клубами пара в морозный воздух, а в ее позе и напряженном взгляде читалась бесконечная надежда. Когда фермер наконец добрался до края пруда и ощутил под своими коленями не скользкую гладь, а твердую, припорошенную снегом землю, он смог облегченно вздохнуть и подняться в полный рост. На твердой поверхности тянуть стало немного легче, но силы мужчины были уже практически на исходе. Дыхание сбилось, а сердце бешено колотилось в груди. Сделав еще несколько мощных, скоординированных рывков, упираясь ногами в замерзший грунт, он окончательно вытянул теленка с ледяного пруда на безопасный заснеженный берег. К этому моменту на шум подоспел еще один работник фермы, который помог зафиксировать спасательную доску и аккуратно ослабить натяжение веревки. Как только петля была бережно снята с шеи малыша, фермер присел рядом с ним на корточки. Он ласково похлопал теленка по бокам, помогая ему растереть затекшие мышцы, и аккуратно подтолкнул снизу, помогая подняться на ноги. К огромному облегчению и радости мужчин, теленок, хоть и сильно дрожал от пережитого холода и страха, оказался абсолютно цел. На его теле не было видимых повреждений, а кости остались невредимы после многочисленных падений. Едва почувствовав под своими копытцами надежную, не скользящую землю пастбища, малыш, еще немного покачиваясь от усталости и слабости в ногах, из последних сил побежал в сторону своей матери.
Корова, издав громкое радостное мычание, бросилась ему навстречу, преодолевая разделявшее их расстояние в несколько метров за долю секунды. То, что произошло дальше, способно было растрогать любого, даже самого сурового и повидавшего виды человека. Обезумевшая от счастья мать принялась неистово, жадно облизывать своего спасенного ребенка. Она делала это с такой силой и нежностью, согревая его своим горячим дыханием и языком, пытаясь как можно быстрее избавить его шерсть от ледяной корки и прогнать остатки пережитого ужаса. Теленок спасся. Он уткнулся мокрым носом в теплый бок матери, ища у нее долгожданную защиту, покой и утешение. На мгновение корова оторвалась от своего малыша и повернула голову в сторону уставшего, тяжело дышащего фермера, который вытирал пот со лба. Она посмотрела прямо на него своими огромными умными глазами. В этом долгом пронзительном взгляде животного не было страха перед человеком. В нем читалась безмолвная, чистая и невероятно глубокая благодарность за возвращенную жизнь ее дитя. Эта история, закончившаяся так благополучно, стала настоящим уроком для всех жителей фермы. Она показала, как важны сострадание, смелость, хладнокровие и быстрая реакция в критический момент. Благодаря доброте и самоотверженности обычного человека маленькая хрупкая жизнь была спасена, а на заснеженном поле, среди зимней стужи, снова воцарились абсолютный покой, тепло и торжество материнской любви.